Добрый день, друзья! Добро пожаловать в волшебный мир музыки, и сегодня в программке Team Meet. Тим Мит родился 28 мая 1981 года в английском городе Челмсфорд. В 7 лет Тим начал петь в хоре Челмсфордского собора. С хора вообще многие британские певцы начинают свою карьеру. После ломки голоса Тим не думал становиться контртенором или вообще певцом. Он сосредоточил свои занятия музыкой на виолончели, а карьеру и вовсе планировал строить в юридической сфере. Однако через какое-то время в хоре, где Тим пел, будучи мальчиком, образовалось вакантное место контртенора, и ему предложили прийти и попробовать спеть вот так, без подготовки. И Тим попробовал. Конечно, поначалу голос был не очень сильным, но достаточно убедительным, чтобы ему предложили остаться. Но со временем и голос окреп. И вот, когда пришло время выбирать, Тим понял, что адвокатом быть не хочет. В его семье не было музыкантов, и он не знал, как они это примут, но все же решился поступать в Кембридж на факультет музыковедения, единственный музыкальный факультет Кембриджа. Там его преподавателем вокала стал известный контртенор Чарльз Брэд. В Кембридже Тим пел в знаменитом хоре Кингс-колледжа. Это, наверное, вообще самый известный хор Великобритании. Его знаешь, даже если думаешь, что не знаешь, потому что их записи звучат практически из каждого утюга. Еще в Кембридже на одном из концертов Тима приметил агент и посоветовал ему продолжить образование в Королевском колледже музыки в Лондоне, куда Тима и приняли. Там его преподавателем стал еще один известный контртенор – Робин Блейз. Профессиональный дебют на оперной сцене состоялся у Тима в 2005 году в Лионе, где он исполнил роль Атона в опере «Коронация эпопеи» Монтеверди. И с тех пор он еще не раз исполнил эту роль в разных постановках. Карьера Тима получилась очень насыщенной с самого начала. Например, он впервые принял участие в фестивале BBC Proms в 2004 году, еще будучи студентом. Фестиваль BBC Proms в особом представлении не нуждается. Это знаменитый фестиваль с богатой историей, мировой славой и таким маленьким уютным зальчиком на 5000 человек. Тим в BBC Proms принимает участие регулярно, в этом году тоже.
Еще один британский фестиваль с богатой историей проводится в Гуайндборне ежегодно с 1934 с перерывами только на время войны и коронавируса. Тим Мит дебютировал там в 2006 году. Он исполнил заглавную партию в Юлии Цезаре Генделя. Подменил тогда Дэвида Дэниелса. Жаль, нет видео. А в 2011-м Тим исполнил там роль Эвстазия в Ринальдо Генделя. В 2014 и затем в 2019 году Тим вернулся в эту же постановку, но уже в роли Гоффредо. Также на этом фестивале с богатой историей Тим исполнил роль Оберона в опере «Сон в летнюю ночь» Бриттона. В той самой известной постановке, первым Обероном в которой был Джеймс Боуман. Премьера состоялась в том году, когда Тим только родился, в 81-м. Позже Обероном там был уже Майкл Чанс. И вот она преемственность поколений. Их костюмы Тим с гордостью донашивал, чувствуя себя частью истории. Оберон – это первая оперная партия, написанная композитором XX века для контртенора. В следующем поколении после Бенджамина Бриттона появился композитор Джордж Бенджамин, который тоже совершил своеобразный прорыв для репертуара контртеноров. В его опере «Написано на коже» контртенор исполняет центральную партию. И эта партия ни комичная, ни женская и не совсем потусторонняя. Персонажа можно даже назвать героем-любовником, как в старые добрые барочные времена. Тим назвал эту роль одной из любимых, неоднократно исполнял в разных театрах и концертных версиях. Даже у нас в Большом театре можно было увидеть Тима в этой роли. Правда, было всего 2 показа, билеты быстро разобрали, я все, конечно же, пропустила. Привозите еще. К сожалению, очень часто так бывает, что самые интересные по фотографиям и отзывам постановки остаются незаписанными. Например, мне было бы зверски интересно посмотреть на Тима в роли Ричарда «Львиное сердце». Это Рикардо Прима Генделя в переводе. Кстати, исполняли именно на английском. Но главное, какой удачный каст! Получилось настолько убедительно, что когда в совсем другом городе захотели поставить совсем другую постановку этой оперы с совсем другим составом исполнителей, то на афише внезапно оказалось фото Тима. Если не знать, можно даже запутаться. Тим исполнял Ричарда в театре Сент-Луиса в 2015 году.
А вот уже в Питтсбурге в рекламной кампании активно использовали фотографии с той постановки, но там было совсем другое. Это странно, но это успех. Далеко не всегда постановщики учитывают в своих постановках внешность артистов. И признаюсь, каждый раз, когда из Тима убирают Рожину, у меня просто сердце кровью обливается. Обидно, в общем. Например, есть две записи Адмета. Разные постановки. Тим исполняет разные роли. В 2006 году Тросимет, в 2009 Адмет. И оба раза брюнет. Il pensa mai provar, se parla tace, se parla o tace, il pensa mai provar, se parla o tace. Репертуар Тима огромен, и это не только оперы. Он уделяет много внимания духовной музыке, и не только Баху, хотя ему тоже. Тим меня очень удивил тем, что до недавнего времени, несмотря на свой крайне насыщенный график постановок и концертов, он умудрялся каким-то чудом продолжать петь в церковном хоре у себя в Лондоне. Вот нравится ему это дело, это же совсем другой жанр, и он в этом с детства. Прекратил только потому, что хор распустили. Вот такие тяжелые времена настали для этой сферы из-за коронавируса. Возвращаясь к оперному репертуару, за Тимом и современная классика, такая как «Аполлон» в опере «Смерть в Венеции» Бриттона, заглавная роль в опере «Эхнатон» Филиппа Гласса, также старинная музыка, Паж в опере «Влюбленный Геракл» Кавалли, Эндимион в «Каллисто» Кавалли и, конечно же, целый набор Генделя.
Когда речь идет о британском певце, всегда ожидаешь найти в его репертуаре английскую музыку. Ну, по крайней мере, я ожидаю, потому что очень люблю эту музыку, а к нам ее совершенно не привозят. И Тим оправдывает мои ожидания шикарнейшим альбомом с музыкой Генри Пёрселла. Удивительно, но до этого альбома Тим не так часто исполнял подобный репертуар, но тут все компенсировал. Также обращает на себя внимание необычный ансамбль с очень яркой энергетикой и мотивами фолка. Пёрселл прочно поселился в репертуаре Тима, да и лютневая музыка туда пробралась. Ну а программку пора уже заканчивать, это ведь краткое ознакомление с артистом, очень краткое. Спасибо за внимание, с вами была Кари, режиссер монтажа, соавтор, а также просто мой закадровый герой Ольчик. Кстати, на канале у Ольчика есть не только барочная музыка, но и авторские клипы к ней. Спасибо за внимание, пока-пока!